Привет, это вторая торговая сессия за день. Первую торговую сессию я закрыл плюс $3. Начинали сегодня мы с баланса 148. Риск на день у нас сейчас 4% от депозита, то есть $6. Ниже 142 мне сегодня опускаться нельзя. А сейчас буду смотреть графики и искать интересные торговые ситуации. Вот, кстати, примерно сейчас. Так, открыла меня. Я думал здесь попытаться, возможно, взять... Зайти на больший объем, но взять меньше движения. Наверное, так и сделаю. Возможно, я рано зашел в сделку. Мне кажется, тут еще несколько красных свечей вполне может быть. И, возможно, все же я зашел со слишком маленьким стоп-лоссом. То есть здесь нужно было зайти на меньший объем, но поставить его подальше. Стоп-лосс. Ладно, посмотрим, как будет на самом деле отыграет цена. Но просто очень довольно-таки мы быстро движемся, и я рассматриваю вариант, что может быть продолжение, скажем так, импульса на движение. Но если сейчас станет большой такой боковик и начнет набирать больше шортистов здесь, то вполне вероятно, что нас может закрыть и по стоп-лоссу. Мы видим на 76 круглое число, ну, круглое число и большой объем, за который в теории могут ставить свои стоп-лоссы трейдеры, которые здесь заходят в шорт. Поэтому в теории на пробитии вот этого объема можно закрыться. Мне кажется, за ним будет основная масса стоп-лоссов трейдеров. Соотношение тут примерно 2 к 1, возможно даже 3 к 1. Это довольно необычные соотношения, обычно я беру 1 к 1. Так что посмотрим, как закроется вот эта сделка. Обидно будет, если меня импульсом закроет, к сожалению. Импульсом закрыло. Да, ладно. Ничего страшного. Кстати, вот тут интересное накопление. Мы видим, цена стоит, проваливается. Перед этим, в принципе, похожая ситуация. Цена стояла, падает. И тут мы начали стоять и уже автоматически поджиматься к нижней границе. Поэтому, мне кажется, вот здесь люди активнее заходят в шорт. Поэтому давайте я прямо сейчас открою здесь лонговую сделку. Так, у меня открылось на... Все, открылось на нужный объем. Посмотрим, смогу ли я здесь взять take profit. Ставим свой стандартный стоп-лосс в $1.50. И в токенах выставлю сейчас заявочку на take profit. 2692. Попытаюсь взять просто небольшой импульс. Как мне кажется, просто вот в этом накоплении сейчас множество трейдеров заходят на пробой и дальнейшее резкое движение вниз. И ставят какие-то минимальные стоп-лоссы там вот за 11,2 примерно вот куда-то сюда. Посмотрим, если анализ был верен, то мы просто возьмем небольшой такой отскок, импульс вверх. Либо же тут можно взять за вот этот импульс 2,4 примерно. Ну да, мне кажется, тут соотношение 2 к 1 довольно-таки неплохое. Если трейдеры заходят здесь в шорт, то, скорее всего, они поставят свой стоп-лосс вот примерно за вот этот небольшой такой максимум. Это почти 1% движения, довольно стандартные
движение в процентном соотношении, поэтому можно здесь посидеть и взять неплохой профит. Вот здесь мы стоим, и казалось бы, кто будет в этом моменте заходить в лонг? Шанс на то, что дальше шортовое движение продолжится, довольно-таки большой. Плюс какой потенциал здесь для лонговиков, довольно-таки неясно. А зайти в шорт можно вообще с идеальным соотношением. Поэтому тут время играет нам на руку, как мне кажется. И каждая минута остановки в этом диапазоне набирает все больше и больше шортистов, тем самым дая нам все больше шансов пойти вверх. Буду здесь во второй раз заходить только в том случае, если нарисует какую-то картину, в которой я разбираюсь. Тут почти дошло к тейк-профиту. Буквально небольшой импульс. На всякий случай я подготовлю, чтобы руками закрыться, если вдруг что-то не сработает, либо же мы четко коснемся и начнем разворачиваться. Вот такого движения я все. Отлично. Подумала, что она начинает разворачиваться, но все же забрала мой take profit. Пока у нас одна сделка с убытком, одна с профитом, но профит взяли мы побольше. Так что пока мы в плюсе. Смотрим дальше. Что мы здесь видим? Мы подошли к какому-то уровню поддержки, от которого трейдеры могут попытаться ловить отскоки и какую-то реакцию. Плюс это параллельно такой небольшой зеркальный уровень. Так что вот здесь в теории могут заходить в лонг. Но при этом вот эти несколько красных свечей могут пугать. Но вот здесь была похожая ситуация, после которой мы продолжили рост наверх. Так что в теории здесь все же могут попытаться заходить. Попытаюсь здесь открыть позицию и взять небольшое движение все же вниз. Так, а ну сейчас просто я, если что, попытаюсь закрыться рукой, потому что мне показалось, что здесь может быть довольно-таки сильный импульс вниз. Если вдруг такое случится, я закроюсь по лучшей цене. Если такого импульса не будет, я просто закроюсь по той цене, по которой и планировал. Вот здесь, кстати, установки нам особо не нужны, потому что, в принципе, картина страшная и меня, кстати, не закрыла. Лучше бы я поставил был свою заявку. Эх, лучше бы она была у меня здесь стояла, меня бы закрыла по тейк-профиту. Но из-за того, что я подумала, что руками лучше закрыться, похоже, сейчас придется просто закрыться по безубытку. Вот так вот. Если цена сейчас подойдет вот к этой цене, я просто закроюсь здесь по безубытку. В принципе, прибыльная ситуация была, но я в конце сделал какую-то фигню и не получилось здесь свой take profit, который спокойно можно было взять. Вот так вот. Тут я зашел больше так на перспективу. Это, кстати, ошибочная стратегия. Чаще всего такие сделки у меня закрываются в убыток. Потому что я просто посмотрел, что рынок начинает падать и решил, что нужно хотя бы одну монетку попытаться зайти на перспективу. Если будет сильное движение вниз по всему рынку, там биток какой-то повалится, либо же какие-то другие плохие новости, то можно будет взять в теории хорошее движение вниз. Нужно среди знакомых монет, может какой-то искать шорт. Вот монетка хайп.
Монетка хайп, мы знаем, что она может таки довольно сильно падать. Я зашел в две шортовые сделки чисто на... Я не знаю, наверное, это была ошибка, но я заходил с логикой того, что весь рынок вот сейчас по скринеру видим начал резко падать. И обычно такие падения движутся определенное время. Поэтому я, скажем так, зашел в две монетки, которые мне показали, что могут прямо сейчас продолжить падение. Но одна уже прям вот сейчас подходит к стоп-лоссу, а вторая хайп. Посмотрим, как будет двигаться. Вот и, кстати, первые нарушения. Начался довольно-таки волатильный рынок, и я здесь зашел на повышенный объем. Этого я делать не должен был, но почему-то показалось, что в данной ситуации монета сейчас будет продолжать сильный полет вниз и добавится вполне разумный поступок. Но на долгосроке такая стратегия у меня только забирает деньги. Наверное, просто нужно здесь уже закрыться. Не будем наглеть, просто закрою свои позиции. А тут у нас подошло почти к точке входа. Ту позицию я закрыл по рынку. Да и здесь все. Я не буду наглеть, потому что я в таких ситуациях не привык торговать. Я больше, скажем так, сориентировался в общем, потому что я, думаю, один из первых увидел, что весь рынок начинает падать и попытался взять небольшое движение на этом. Даже если в дальнейшем он полностью обвалится и я этого не заберу движение, я жалеть не буду, потому что это не те ситуации, в которых я привык торговать. Вот, кстати, видим, как сейчас. Продолжается падение, но я уже видел, что я... Вот здесь вы видели, что я начал нарушать, заходить на объем побольше. И, в принципе, как кажется, мне начинает творить хуйню. А такое не приветствуется. Так что лучше на этом я закончу торговлю. Хоть и рынок довольно-таки только сейчас начал просто сильно-таки лететь. Так что все. Начал я эту торговую сессию с 151. Сейчас 154. Все. На этом все.